Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Дивный творческий мир, и сегодня мастер-класс на тему создания панно из моих любимых сухоцветов. Давайте приступать. Я взяла гофрокартон, крышку от пластикового контейнера овальной формы, обвела ее карандашом, и так как она маловата по размеру, прибавила пунктиром с каждой стороны по паре сантиметров, чтобы сделать овал побольше. А теперь просто вырезаем. Мне нужно вырезать два таких овала из картона. Один будет служить обратной стороной панно, второй будет как раз лицевой частью. Обрезаю ножницами все неровности. На один из овалов наношу полимерный клей. У меня есть такие фоновые обои, которые я обычно использую для задней части панно, картин. Наклеиваю эти обои, обрезаю углы и оставляем припуск, как обычно, пару сантиметров для подгиба. Сделаем надрезы, наносим полимерный клей и подгибаем все эти разрезанные краешки вовнутрь. И вот такое получается донышко у панно. Аккуратненько выглядит. На вторую часть я точно так же наношу полимерный клей и теперь склеиваю их между собой. У меня в запасах есть бумага, которую я покупала в канцелярском магазине. Это большие листы размером А3 бумага с тиснением. Это акварельная бумага, и она разноцветная. Я специально взяла ее когда-то для создания картин, панно. И я уже делала мастер-классы с этой бумагой, только других цветов. И вот сегодня для создания этого панно я взяла в такой коричневый оттенок, наклеила сверху. Это будет лицевая часть моего панно. Еще понадобится вот такой бумажный стаканчик от кофе. Разрезаю его напополам. Использовать буду только одну половинку. Беру готовую шпаклевку в ведерке и жесткой кисточкой щетиной наношу эту шпаклевку на половинку стаканчика со всех сторон, чтобы он был полностью покрыт. Мягкой кисточкой, поверьте, это делать неудобно, поэтому используйте щетину, потому что шпаклевка густая и щетинка очень хорошо разравнивает шпаклевку. Далее беру шпажку, любой острый предмет, зубочистку, все, что есть под рукой, и делаем фактуру дерева. Сначала делаю полоски, чтобы разделить на досточки, постоянно вытираю эту шпажку, чтобы убрать лишнюю налипшую шпаклевку, и просто в произвольной форме рисуем спилы дерева, пенечки, вот эти округлости, овалы, полосочки кривые. И все, и оставляем на просушку. Потом после высыхания можно пройтись слегка наждачкой, но очень аккуратно, чтобы не убрать вот эту всю фактуру. Можно вообще этого не делать, будет смотреться, на мой взгляд, в данном случае даже еще лучше. А теперь я беру просто акриловые краски. Наношу первый слой коричневый на этот полугоршок. Затем добавляю темно-темно такой зеленый глубокий цвет, чтобы просто пройти сухой кистью сверху, чтобы слегка тонировать горшок. А затем после высыхания завершу все это белым фоном, точно так же сухой кистью, щетиной, чтобы выделить фактуру, вот эти все полосочки, тогда будет это все похоже на дерево. И все, вот у меня такой горшочек, он уже готов. Оставляю его в сторону, он пока не нужен. А теперь приступаем к заготовке сухоцветов. Я собрала вот такие маковые коробочки. Это обычный полевой дикий мак, поэтому коробочки такие мелкие. Но я их обожаю, потому что в таких вот работах панно из сухоцветов, картины или различные композиции смотрятся просто прекрасно. И я беру и окрашиваю. Ножку я не трогаю, а только саму коробочку вот в такой приятный мятный светлый цвет. Окрашу побольше с запасом, потому что я не знаю, сколько я использую вот таких зелененьких коробочек. И, пожалуй, наверное, добавлю еще один цвет. Сделаю бледно-розовый такой оттенок и еще примерно такое же количество окрашу вот в этот розовый цвет. И буду использовать. Раньше я использовала их и в неокрашенном виде. Поверьте, они смотрятся всегда очень выигрышно и красиво. А коробочки от культурного многолетнего мака вообще прелесть. Они огромные, такие красивые, но они уже подходят для композиции другого размера и несколько иной формы. А теперь беру и вклеиваю кусочек оазиса, который у меня остался от букетов. Это такая флористическая губка. Вот в этот полустаканчик. Вклеиваю все это на полимерный клей, сверху также по контуру наношу полимерный клей и приклеиваю в нижней части по центру своего панно. И вот в этот горшочек я и буду вставлять все свои сухоцветы. Они у меня будут находиться в горшке, в вазе, как угодно. Я буквально неделю назад собрала свежий тысячелистник.
Остановилась, ехала мимо поля, он цветет, такая прелесть. Я очень люблю травы, просто не могу проехать мимо, если вижу что-то такое. Наломала тысячелистника, он высыхает всегда точно такой же, как он в свежем виде, сохраняет форму, сохраняет цвет. А вот эти зеленые штучки, которые я сейчас вставляю, это семенные коробочки аквилегии, или как в народе называют этот цветок, водосбор. Очень красивый цветок, и у него вот, когда образуются семена, вот такая красота получается, которую тоже можно использовать в качестве сухоцвета. Еще наломала колосочков на поле, с которыми, я думаю, все знакомы и 1000 раз их видели. Ходим они у нас под ногами, везде, где только есть какая-то растительность. Я наломала этих колосочков. Вот. В общем, использую всегда все, что есть под руками. Более крупные части тысячелистника я расположила сверху своего букета. Затем нарезала еще кусочков поменьше и вставила их уже внизу, чтобы получался равномерный букетик. И теперь у меня основа из тысячелистника есть. Добавляю коробочки эти аквилегии на ножках. Все это подрезаю ножницами до нужной длины. И все это у меня вставляется в эту флористическую губку. Если что-то не вставляется, как вот колосочки мягкие, можно все подклеить, это не страшно. Плюс у меня всегда в запасе есть розочки с букетов. Подобрала по цвету подходящие. И теперь вставлю примерно 5 роз, как раз таки, чтобы они расположились по всей части моего букета равномерно. Все подклеиваем на термоклей, чтобы держалось, ничего не отпадало. Я понимаю, что в разных регионах России присутствуют разные какие-то растения, сухоцветы и так далее. Вы можете делать такую композицию, такой же формы, с таким же горшочком, но наполнить ее своими какими-то растениями. Я думаю, будет также красиво. А я буду использовать колосочки не по всему букету. Не хочу я их использовать в данном случае по всему букету. Основную часть их я вставлю вот ближе к основе, как бы по кругу этого букета, чтобы они находились как фоном. Перышками такими торчащими, как веер, распускались на задней части моего букета. И вот когда уже основная часть сухоцветов вставлена, букет фактически сформирован, я начинаю вставлять маковые коробочки, те самые, которые я окрашивала. Потому что я хочу, чтобы они были видны вот такими яркими точечками. Но цвета такие приглушенные, нежные, поэтому букет будет смотреться очень интересно. Сначала вставляю зеленые, стараюсь располагать все равномерно, чтобы они присутствовали и внизу, и вверху, и со всех сторон моего букета. После того, как вставили зеленые, точно так же между ними располагаю равномерно розовые коробочки. И вот такой букет у меня получается. Так что, как вы видите, вся эта композиция сделана буквально из подручных, а точнее сказать, даже из подножных материалов, потому что все это я собрала на каких-то тропинках, на полях, где есть какая-то растительность. Мы просто ходим и не замечаем этого. Все, что нужно, есть у нас под ногами. И лето — замечательное время, замечательная пора для сбора вот этого материала, природных материалов, сухоцветов, из которых всю зиму можно делать красивые панно, букеты и композиции. А я продолжаю дополнять все маковыми коробочками. И по завершении останется лишь задекорировать край моего панно. Буду использовать вот такой канат. Это канат искусственный, полипропиленовый, но он такой толстый, фактурный, и так как у меня фон темный, вот белый канат как раз таки замечательно оттенит мою композицию, сделает ее ярче и интереснее. Приклеиваю его на термоклей. И так как у меня край панно достаточно толстый, широкий, я приклею этот канат в 2 ряда. И тогда как раз полностью будет оклеен весь край панно, и все будет смотреться аккуратно. Я закрою все срезы картона, и все будет выглядеть достаточно эстетично. Краешек, как всегда, подрезаем под углом 45 градусов и плотненько все это прижимаем, подклеивая. Тогда краешек почти не виден. Вот и все. Панно фактически готово, мне остается сделать только петельку. Ее можно сделать скрытую, подрезать обои с обратной стороны сразу, когда вы их подклеиваете. Можете посмотреть другие мастер-классы мои панно. Я делала там скрытую петельку. И просто ее аккуратненько вытащить наружу, и тогда краешки не видны. А можно сделать вот так, как я сегодня. Вдруг вы забыли ее приклеить, как я сегодня, кстати. Делаем просто вот такую петельку.
капельку термоклея и все это прижимаем, приклеиваем. Поверьте, после высыхания держится достаточно крепко, панно ведь не тяжелое. Давайте теперь поближе рассмотрим все, что получилось. Вот вы видите, как выглядит этот горшок кашпо. Фактура у него как у дерева. Постаралась поближе к камере, чтобы вам было виднее. И вот такой букет у нас получился. Достаточно яркий, интересный. Темный фон добавляет такой какой-то контрастности. И, конечно же, очень хорошо смотрится белый шнур на основе темного фона. Вот такое овальное панно с сухоцветами из самых простых материалов у меня сегодня получилось. Надеюсь, вам пригодится этот мастер-класс. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго. Мира, добра, здоровья и благополучия. И, как всегда, творческих успехов и побольше рукоделия в вашей жизни. Пока-пока!